Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Глава Минэнерго Украины назвал ситуацию с газом сложной. Параллельно «Нафтогаз» Украины требует от «Газпрома» 1,37 миллиардов долларов по решению международного арбитража. Владимир, такой вопрос. А что, собственно, у Украины сейчас происходит с газом? Тут злые языки говорят, что якобы Украина может и не успеть запасти нужные объемы газа до зимы. И помимо того, что у них есть проблемы, они решили уже окончательно порвать с «Газпромом», чтобы вообще не было возможности даже откуда-то подсосать газку. Собственно, не только злые, но и добрые языки говорят о том, что на Украине с газом проблемы. Об этом заявляет уже и руководство Минэнерго, и депутаты, потому что проблема эта объективная, она есть, и, собственно, от нее никуда не деться. А у Украине реально не хватает порядка 5 миллиардов кубометров газа для того, чтобы как-то проскочить этот отопительный сезон. И что делать с этой нехваткой, никто толком сказать не может, потому что где взять газ, ну, это еще проблема решаемая. То есть Украине поставляют газ Венгрия, Польша, Словакия, то есть где найти газку, тут как бы еще что-то можно порешать. А вот где взять на это деньги, вот это вот очень большой вопрос, потому что никто газ Украине давать бесплатно не собирается. Причем ситуация доходит уже до того, что на Украине газ стоит дороже, чем в Европе. Ну, я напомню, что Украина рассталась с российским газом окончательно и бесповоротно. Сначала это а, была борьба за прекращение транзита, соответственно, потом Украина прекратила принимать российский газ через одну из газоизмерительных станций, потому что как бы она дескать, не могла ее контролировать, и поэтому не могла контролировать, а сколько газа через него проходит, и, соответственно, газ пошел только по одной нитке, что сократило объем поставок. Ну а с 1 января этого года Украина вообще прекратила транзит газа через свою территорию. Раньше можно было хотя бы как-то оттуда брать газ, там, ну, если уж не покупать у России, то хотя бы брать тот газ в реверсном режиме, который, соответственно, шел в Европу и как бы считался европейским. Вот такой газ покупать было еще как-то не зазорно. Ну, а теперь получается, что газ, в принципе, есть, а вот денег на это нет совсем, потому что ни одна из стран не собирается предоставлять Украине газ гуманитарным образом. Все хотят за него денег, потому что они сами все за него платят. Венгрия газ не добывает, Польша тоже. Они все покупают этот газ за рубежом. Польша в США, Венгрия в России через турецкий поток. И поэтому как бы вот закупить газ для своей страны, а потом в формате вынь да положь отдать его Украине, ну, никто на это не готов. А у Украины в бюджете большая дыра, она уже перестает выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. То есть кто-то что-то там периодически, типа Норвегии, предоставляет какие-то гуманитарные кредиты на закупки газа, но этого явно недостаточно. То есть Украине требуется, по разным оценкам, порядка 2 миллиардов долларов для того, чтобы закупить газ для своего обеспечения. А взять их, собственно говоря, негде. И вот тут вот как раз, видимо, Украина решила пополнить свои финансовые, ну уж если не газовые, то хотя бы финансовые запасы за счет, опять же, того же «Газпрома». Я напомню, что после долгих судебных перипетий в результате между «Нафтогазом» и «Газпромом был заключен договор о транзите газа через Украину с условием «качай или плати». То есть, соответственно, если «Газпром» прокачивает свой газ через Украину, он платит транзитную плату. А если же «Газпром» не прокачивает газ, то, соответственно, он все равно платит транзитную какую-то вот плату. Ну, очень удобные условия для Украины. Ну, зачем «Газпром» это подписывал, это уже другой вопрос. Наверное, тогда ситуация была такова, что кроме как вот пойти на эти кабальные условия, другого выхода не было. Но так или иначе договор этот существовал. И теперь Украина обращается в суд, требуя взыскать с «Газпрома» 1,3 миллиарда долларов из-за того, что «Газпром» обещал качать
газ через Украину, но, собственно говоря, не качал, и поэтому он теперь должен заплатить вот эту самую неустойку. Собственно, эта самая неустойка образовалась из-за того, что Украина отключила, можно сказать, одну из газоизмерительных станций, через которую шел газ транзитом через ее территорию, а с 1 января вообще прекратила транзит. И, собственно говоря, она теперь обращается в суд с требованием: ну-ка, быстро заплатите мне за то, что вы не качаете газ через мою территорию. Ну, это такая интересная вялотекущая юридическая разборка, потому что, естественно, «Нафтогаз» обращается в европейские суды, «Газпром» в то же время обращается в российские суды, где налагает запрет Украине судиться с «Газпромом» в европейских судах, и получается, что там, условно говоря, «Нафтогаз» выигрывает суд в Европе с требованием выплатить ему 1,3 миллиарда долларов, а «Газпром» выигрывает суд в России, потому что российский суд запретил иностранным компаниям судиться с «Газпромом» в европейских юрисдикциях, и, соответственно, «Газпром» выигрывает такой же иск на 1,3 миллиарда долларов, который он должен, по идее, потребовать с «Нафтогаза». Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Вот получается, все пределы, юристы работают, адвокаты пишут бумаги, а с практической точки зрения, скорее всего, ничего из этого не будет, потому что «Газпром» вряд ли подчинится решению Европейского суда, а «Нафтогаз», естественно, не будет подчиняться решению суда российского. Все, что можно было конфисковать или, как это на европейском деликатном языке называется, взять управление государства для обеспечения энергетической безопасности, по идее, у «Газпрома» уже все, что можно, отобрали. Ну, а что нельзя было отобрать, как мы помним, взорвали, типа «Северного потока». А то, что от «Северного потока» осталось, вокруг этого сейчас кружит американский инвестор господин Линч, который пытается оплатить долги компании Nord Stream AG и выкупить этот газопровод в свою собственность. Поэтому, что такого могут арестовать представители «Нафтогаза» у «Газпрома» в Европе, что могло бы действительно сделать «Газпрому» больно, я уж и не знаю. Поэтому такая вялотекущая разборка. А проблема как была, так и остается. Денег нет, газ купить не на что. Где взять 5 миллиардов кубометров газа? Вернее, не где, а на что? Ответ на этот вопрос пока так и нет. Вот, собственно говоря, ситуация вкратце вот такова. Там вроде Норвегия, как им обещает, миллиард дать на газ. Опять-таки, если начнется какой-то ЧС, то наверняка газ им пустят. Хорошо звучит. Другой вопрос. А они физически смогут его получать? Потому что возможности весьма ограничены. Одно дело, когда поставки газа шли из России в Европу, то сейчас газ идет из России в Турцию, из Турции в Европу, из Европы на Украину. А там физически можно будет удовлетворить все требования и Украины, и европейских стран. Физически качнуть что-то в Украину можно будет, потому что, собственно говоря, эта труба, которая шла транзитом через Украину, она может работать и в реверсном режиме. Другое дело, что, как мы все представляем себе, там водопроводный кран, у него есть определенная пропускная способность. И если вдруг, гипотетически, Украина резко найдет 5 миллиардов кубометров, то есть засунуть их все в трубу и быстро получить будет невозможно. Потому что, во-первых, это нужно как-то прокачать, где-то хранить, а с ПХГ украинскими сейчас возникли определенные проблемы, потому что, собственно говоря, во-первых, в эту инфраструктуру надо как-то вкладывать и развивать, там ремонт, обслуживание и так далее. И плюс ко всему они банально периодически находятся под обстрелом, поэтому состояние этой инфраструктуры, наверное, вряд ли близко к идеальному, которое позволит туда что-то закачивать. Главная проблема, конечно, это деньги, потому что купить газ, повторюсь, можно. Польша продает Украине газ, вот та же самая Венгрия продает Украине российский газ, получаемый по турецкому потоку, но это стоит денег, причем
Спрос рождает предложение, и напомню, если в Европе газ стоит где-то близко к $500 за 1000 кубометров, то на Украине он стоит $755–800 за 1000 кубометров. То есть никто идти на поводу Украины и делать такие широкие благотворительные жесты, как поставки газа на Украину, не хочет. Вам нужен газ? Не проблема. Покупайте. Более того, покупать придется у тех стран, которые, в общем, как-то уже наелись украинского кризиса и как-то не очень поддерживают позицию Европы помогать Украине всем, чем только можно. А главное, как бы, ну, за счет, прежде всего, самих этих самых стран. То есть Венгрии совершенно неинтересно поставлять Украине российский газ. Орбан так долго как бы договаривался об этом газовом контракте с Россией. Причем тут самая сложность была не с Россией договориться, а не получить по шее от Европы за такие договоренности. Но, тем не менее, он это сделал. Соответственно, сейчас так сложным путем выстраданный газ отдавать Украине за бесплатно он в любом случае не будет. Ну, а Польша уже давным-давно объявила о том, что Украина, конечно, это все очень хорошо, и как средство борьбы с Россией это отлично, но Польша хочет на этом заработать. Поэтому газ, который они покупают у США в виде СПГ и потом прокачивают через свою территорию, поставляют на Украину, он должен оплачиваться. Поэтому бесплатно Украина не получит ничего. Ну, а что касается Норвегии, да, они обещали некий гуманитарный кредит. Ну, во-первых, это, естественно, не бесплатно, это так или иначе все равно кредит. Во-вторых, в целом как бы шла речь про миллиард, но пока никаких траншей Украине выдано не было, и какого размера они будут, и в каком объеме, то есть не получится ли это отрезание так называемого хвоста по частям, ну, скорее всего, именно так оно и получится, потому что у Норвегии, в принципе, есть на что потратить деньги, особенно, например, с учетом того, что она только в этом году собиралась порядка 26 миллиардов долларов инвестировать в свою нефтегазодобычу. Им есть на что потратиться. Поэтому сейчас Украина пытается везде, где только можно, правдами, неправдами как-то вымолить, выторговать либо деньги, либо газ, но пока, по-моему, получается не очень. А что, в принципе, происходит на газовом рынке? У нас просто в свете последних событий как-то спектр внимания снизился. Как там с заполнением подземных ПХГ в Европе? И, в принципе, что с ценами? Потому что одно из крупнейших немецких подземных хранилищ газа заполнено вроде как на 5%. Даже не на 5, даже на 2. Крупнейшее хранилище Реден. И, соответственно, кстати, именно Германия понизила планку вот этого обязательного заполнения, как бы создания резерва газа с 90 до 80%. Я так понимаю, судя по последним заявлениям, европейские политики уповают прежде всего не на возможности где-то раздобыть больше газа. Ну, условно говоря, как это действует простая модель. Если у тебя не хватает ресурса, то тебе нужно либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. Вот. И Европа пошла по второму пути, то есть они стараются меньше тратить. То есть зеленые инициативы по-прежнему как-то приветствуются, сокращение объемов потребления приветствуется, сокращение объемов закупок газа тоже приветствуется. То есть они не ищут больше газа, они стараются сократить потребление. В принципе, им это удается, ну, какой ценой, в принципе, мы это не раз уже обсуждали. Промышленность без газа, наверное, как корова без травы, ну, плохо выживает. То есть промышленность надо кормить энергией. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем данное издание. Ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч!